Всю свою жизнь он посвятил одной и той же работе. Был водителем школьного автобуса. Каждое утро собирал детей по маршруту и отвозил их в школу, а после занятий доставлял обратно домой. На каждой остановке он выходил, здоровался с родителями, помогал ребятам подняться по ступенькам и занимать свои места. Он всегда улыбался и находил добрые слова для каждого. Шутил, подбадривал, создавая в автобусе атмосферу тепла и уюта. Иногда, во время поездки, он рассказывал детям сказки. Те слушали, затаив дыхание, а потом на обратном пути наперебой просили продолжения. Его обожали все, и малыши, и взрослые. Ни один ребенок, ни один родитель не мог сдержать улыбку, когда видел этого доброго, простого человека в форме водителя. Бог не подарил ему и его жене собственных детей, но, казалось, весь мир восполнил этот пробел. Ведь для сотен школьников он стал настоящим другом, почти родным человеком. Выпускники, повзрослевшие и разлетевшиеся по разным городам, приезжая домой, считали своим долгом заглянуть утром на знакомую автобусную остановку, чтобы обнять его. Эти встречи трогали до глубины души, и он не мог сдержать слез радости. А младшие ученики, сидевшие в тот момент в автобусе, аплодировали, радуясь вместе со своим водителем. У него была одна заветная, но, как он думал, несбыточная мечта — купить большой красный джип с массивными колесами. После работы он часто подходил к витрине автосалона, любовался сверкающими машинами и мечтал. Но входить внутрь не решался, слишком дорого. Не для него. И вот однажды он подъехал к остановке, где должны были стоять несколько малышей, но дорогу ему неожиданно перегородила именно такая машина. Новенький, ослепительно блестящий красный джип. Водитель нахмурился. Наглец встал прямо посреди проезда, не давая возможности подъехать. Он не был человеком конфликтным, но промолчать не смог. Вышел из автобуса, чтобы сделать замечание. Когда он подошел ближе, из джипа вышел молодой парень, смеющийся и радостный. Водитель сразу узнал в нем бывшего ученика. Того самого мальчишку, что 3 года назад окончил школу и уехал работать на морскую буровую установку. Парень широко улыбнулся, бросился к нему и крепко обнял. В следующее мгновение со всех сторон начали подходить бывшие ученики, выпускники разных лет. Они окружили водителя, подняли его на руки и стали подбрасывать в воздух, смеясь и аплодируя. Дети, которые сидели в автобусе, выбежали наружу, присоединились к веселью, а родители с трогательной улыбкой наблюдали за этой сценой. Когда шум немного улегся, тот самый парень с платформы протянул водителю папку с документами и ключи. «Спасибо, отец», — сказал он. «Ты даже не представляешь, насколько важным человеком ты был для меня. Я жил ради твоих улыбок, твоих сказок, ради того спокойствия, которое чувствовал, когда садился в твой автобус. Дома было тяжело, постоянные скандалы, а у тебя я чувствовал себя в безопасности. Ты сам не знал, как поддерживал меня. И вот теперь мы решили вернуть тебе хотя бы малую часть добра, что ты подарил нам. Посмотри вокруг. Все эти люди помогали собрать деньги. Этого хватило на джип и на страховку. Не спорь, ты это заслужил». Он стоял, сжимая ключи, и не мог сдержать слез. С тех пор прошло много лет. Его жена ушла из жизни, и работа стала для него единственным смыслом. Остались лишь животные, домашние и бездомные, которых она когда-то подбирала, лечила и кормила. Перед смертью она взяла с него обещание не бросать своих подопечных. И он сдержал слово. Каждое утро кормил кошек и собак, тех, что ждали его с преданностью в глазах. Он не пропустил ни одного дня, даря им заботу и тепло. Со временем он стал работать меньше, только утренние рейсы. Возраст брал свое, сил становилось все меньше, но он не мог расстаться с детьми, не мог оставить дорогу и свой автобус. А потом пришел день, когда сердце не выдержало. Утром, собираясь на работу, он почувствовал сильную боль в груди и потерял равновесие. С трудом добрался до двери, и там его нашли и увезли в больницу. Теперь он лежал под капельницей, с подключенными приборами и на стуле. Рядом висела его форменная куртка, та самая, в которой он работал. Он не мог говорить, не мог двигаться, но сознание оставалось ясным. Он смотрел на куртку и думал: еще бы один раз, хотя бы один единственный раз. Его навещали врачи, медсестры, родители учеников, учителя, старшие школьники. Все говорили ему добрые слова, благодарили за годы заботы,
Но он не мог ответить, только тихо плакал, глядя в потолок. Она пришла ночью, через неделю, села на край кровати и глубоко вздохнула. «Ты за мной?» — тихо спросил он. «Отлично. Я больше не хочу мучиться. Отведи меня к моей жене. Она ждет меня уже давно». Она посмотрела на него долгим взглядом и ответила. «У тебя есть право на одно последнее желание. Это редкий дар, не каждому выпадает. Но за тебя попросили очень многие». «Кто же?» — удивился он. «Мы ведь с женой жили вдвоем. Никому о нас и вспомнить некому». «Ошибаешься», — сказала она. И вдруг за ее спиной из тьмы начали выходить животные, все, за которыми ухаживала его жена и он сам. За ними появились люди, те, кого он когда-то возил в школу, и родители детей, которых уже давно нет. Все улыбались и кивали ему, словно приветствуя. «Их так много», — произнесла она. «Поэтому я не могу пройти мимо. Говори, чего хочешь. Я могу наполнить твою память самыми светлыми воспоминаниями. Детством, родителями, счастливыми мгновениями. Или позову всех, кому ты подарил частичку себя, чтобы они держали тебя за руки». Его кошки, ушедшие на Радужный мост, подошли к нему и улеглись рядом. Он погладил их и поднял взгляд. «Я хочу еще раз отвезти детей в школу, последний раз», — прошептал он. Она вспыхнула гневом. «Нет, ты даже не представляешь, что просишь». Но кошки выгнулись, зашипели и встали на защиту хозяина. Их глаза засветились ярко-красным светом, и она подняла руку, смягчаясь. «Хорошо», — сказала она тихо. «Только ради них. Любовь, которую ты отдавал, возвращается тебе. У тебя есть время до полудня. Отвези своих детей и попрощайся». И она исчезла. Он погрузился в глубокий сон, а когда открыл глаза, первое, что пришло в голову — и приснится же такое. Но его руки двигались. Он с недоверием посмотрел на них, попробовал пошевелить пальцами, затем ногами, и к своему потрясению почувствовал, что может. Сила, будто изнутри, наполнила все его тело. Опустошенные вены заиграли новой жизнью, а сердце, едва державшее ритм, вдруг заработало, как мотор его старенького автобуса. Он сел на кровати, легко, без усилий. А потом, собравшись с духом, поднялся на ноги и сделал несколько шагов к двери. В коридоре стояла утренняя тишина. Медсестры были заняты пересменкой. «Лучше и не придумаешь», — прошептал он и посмотрел на стул, где висела его форменная одежда. Через 10 минут из дверей больницы спокойно вышел мужчина в форме водителя и в надвинутой на лицо кепке. Он шел знакомой дорогой, ведущей к первой остановке школьного автобуса. У ворот стоял сменщик, прикуривавший сигарету. Когда он увидел приближающегося водителя, его глаза округлились, а сигарета выпала из рук. «Этого не может быть», — только и выдавил он. «Может», — спокойно ответил водитель. «Послушай, у меня к тебе последняя просьба. Я не призрак. Просто судьба дала мне короткую отсрочку, чтобы я мог еще раз отвезти детей в школу, попрощаться с ними и со всеми, кого люблю. Все зависит от тебя. Пустишь меня за руль? Ты же сейчас в больнице. Меня уволят. А если случится что-то? Посадят», — растерянно возразил сменщик. Водитель мягко положил руку ему на плечо. «Я пойму, если ты откажешь. Просто тогда вернусь, лягу на свою койку и все. Решай сам». Сменщик посмотрел на него, потом и на автобус. Перед глазами всплыли сотни утренних встреч, разговоров, шуток. Он тяжело вздохнул и кивнул. «Ладно, но я сяду рядом, ясно?» «Спасибо, друг», — с теплотой сказал водитель. «Ты и правда настоящий друг». Он вошел в салон, сел за руль, провел рукой по старому знакомому ободу, будто здороваясь со старым товарищем, и прошептал: «Ну что, дружище, прокатимся напоследок». Автобус медленно выехал со двора. Родители, стоявшие на остановках, махали ему руками, дети смеялись и бежали навстречу. Все думали, что он выздоровел, что случилось чудо. Малыши обнимали его, а он улыбался и сдерживал слезы, стараясь запомнить каждое лицо, каждый взгляд, каждую детскую улыбку.
Он рассказывал им веселые истории, и весь автобус заливался смехом. А сам он смотрел в зеркало и мысленно прощался. С каждой минутой все яснее понимал — это его последний рейс. Закончив маршрут, он зашел в школу, прошел по коридорам, пожимая руки учителям. Все искренне радовались его выздоровлению, желали здоровья, благодарили. Он в ответ говорил каждому что-то доброе, искреннее. Когда часы показали без 15:12, он вышел из здания, дошел до парка неподалеку и сел на скамейку. Достал из кармана сигарету, ту самую, что утром взял у сменщика, закурил и глубоко вдохнул. Воздух был свеж, золотистые листья шуршали под легким ветром, солнце мягко пробивалось сквозь крону деревьев. Мир вокруг был таким живым, таким спокойным. И вдруг рядом с ним появились три знакомых тени. Его кошки, три верные души, что когда-то ждали его дома. Они подошли, потерлись о ноги, тихо замурлыкали. Он улыбнулся, наклонился, погладил каждую и прошептал: «Ну что, мои хорошие, пришли проводить». Когда люди нашли его, он все так же сидел на скамейке и улыбался. Казалось, просто заснул. Те, кто подошел первыми, потом рассказывали, что рядом с ним сидели три кошки, прижавшись к его боку. Но когда подошли ближе, животных уже не было, будто растворились в воздухе. «Он так улыбался», — говорили потом. «Так спокойно, будто наконец стал по-настоящему счастлив». И это вся история. Да, в ней есть грусть, но ведь не все сказки бывают веселыми. Иногда самые светлые — именно те, что заставляют нас плакать.